Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем пинетки кроссовки на размер 12 сантиметров. Также у меня на канале есть видео пинеток кроссовок Nike, вы его тоже можете посмотреть. Это видео будет поделено на две части. В первой части мы с вами свяжем основную часть, во второй части мы будем вязать язычок и мелкие детали. А еще плюс ко всему я покажу и расскажу, как вязать такие пинетки на размер 10 сантиметров. И давайте меньше разговора, больше дела. Приступим к вязанию. Для вязания нам понадобится 4 цвета. У меня это синий, черный, белый и немножко серого. А еще также нам понадобится маленький кусочек белого фетра для буквочки N. Крючком я буду вязать 2 миллиметра, в принципе, как и обычно. Подошву к пинеткам я уже связала. Сейчас я вам кратенько расскажу, сколько чего я там набирала и вязала. Итак, вот она подошва на 12 сантиметров. Черный цвет, конечно, не очень подходит для съемки, но я вам здесь все расскажу. Для этой подошвы я набирала цепочку из 24 воздушных петель. Дальше одну воздушную петлю пропускала, со второй начинала вязать. 11 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом, 11 столбиков с накидом. В последнюю петлю, куда провязывала 11 столбик с накидом, я делала прибавление. И в одной петле у меня получилось 7 столбиков с накидом. Дальше 10 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом и 11 столбиков без накида. В последнюю петлю, куда провязывала 11 столбик без накида, я также делала прибавление. И в одной петле у меня получилось 4 столбика без накида. Дальше я делала 2 соединительных столбика. Один в одну петлю, другой в другую петлю. И первый ряд у нас готов. Дальше вяжем второй ряд. Для этого набираем 3 воздушные петли. И дальше вяжем 20 столбиков с накидом. Дальше мы будем делать прибавление. В одну петлю мы будем вязать по 2 столбика с накидом. И всего у нас получится 7 прибавлений. В каждую петлю по 2 столбика с накидом. Провязали. Дальше вяжем 21 столбик с накидом. И на пяточке также делаем прибавление. В одну петлю по 2 столбика с накидом. И всего на пятке у нас получится 5 прибавлений. Дальше делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд у нас готов. Дальше вяжем третий ряд. Для этого набираем 3 воздушные петли и вяжем 21 столбик с накидом. Дальше мы делаем прибавление. Здесь уже прибавление будем делать таким образом. В одну петлю вяжем 2 столбика с накидом, в следующую петлю всего лишь 1 столбик с накидом. В следующую петлю снова прибавление, 2 столбика с накидом, в следующую 1. И так чередуем через 1 столбик с накидом. Также здесь получается 7 прибавлений. Дальше вяжем 22 столбика с накидом. И на пяточке делаем прибавление также. В одну петлю 2 столбика с накидом, в следующую 1, в следующую 2, в следующую 1. И так у нас получится 5 прибавлений на пятке. Далее делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. И подошва у нас готова. И ничего сложного в вязании подошвы нету. И здесь мы ниточку не отрезаем, а дальше начнем ей уже вязать первый ряд основания. Итак, в начале ряда набираем 2 воздушные петли. Так, одна у меня уже была набрана, я ее беру. Так, 2 воздушные петли подъема. И первый ряд мы будем вязать за дальнюю стенку петли. Столбики без накида. Не за полностью всю петлю, а только за одну дальнюю стенку петли. И вяжем так до конца ряда за дальнюю стенку петли. Мы сейчас провяжем 77 столбиков без накида и плюс 2 воздушные петли подъема. Они у нас будут считаться за один столбик без накида. Всего получится 78 столбиков
без накида. Вяжем так до конца ряда. Итак, первый ряд я провязала, сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Дальше делаем петельку и отрезаем нить. Дальше мы начнем вязать с центра пятки. Отрезали. Второй ряд мы будем вязать белыми нитками. Для того, чтобы найти точно середину на пяточке, ищем во втором ряду третий столбик с накидом и поднимаемся от него вверх. И вот эта петля будет центральная. Сейчас мы уже вяжем полностью за всю петлю. Заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. И второй ряд белым цветом мы также вяжем столбиками без накида. И если считать 2 воздушные петли подъема за столбик без накида, а мы это так и делаем, то получится во втором ряду 78 столбиков без накида. Не забывайте провязывать столбик без накида в петлю, где мы соединяли ряд. Ну, то есть набирали 2 воздушные петли подъема в первом ряду. И вяжем так до конца ряда. Ниточки прячем по ходу вязания. Провязываем. Второй ряд я довязала до конца и сделала соединительный столбик. Дальше делаем еще одну петельку и отрезаем нить. Дальше мы будем вязать черным цветом. Заправляем нить черного цвета в ту петлю, где мы делали соединительный столбик. Заправляем. Набираем 2 воздушные петли подъема. И смотрите, чтобы вязание получалось равномерным, один кончик нити мы направляем в одну сторону, другой кончик нити в другую. И прячем по ходу вязания. Третий ряд также вяжем столбиками без накида. Должно получиться такое же количество столбиков без накида, как и в первом и во втором ряду. И провязываем так до конца ряда. Белую ниточку прячем в конце ряда по ходу вязания. Итак, третий ряд я довязала и отрезала ниточку. Вот что у нас получается. Дальше будем вязать четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем серым цветом. Опять же заправляем нить в то место, где мы делали соединительный столбик. Заправляем нить. Набираем 2 воздушные петли подъема. Здесь также кончики нити направляем в одну, один в одну, другой в другую сторону. Так, набираем 2 воздушные петли подъема. И четвертый ряд также вяжем столбиками без накида. Здесь также должно получиться 77 столбиков без накида плюс 2 воздушные петли подъема, получается 78 столбиков без накида. Провязываем самостоятельно этот ряд до конца. Здесь ниточку также мы прячем. Довязала я четвертый ряд до конца и отрезала ниточку. И вот что у нас получается. Дальше мы будем вязать основным цветом. Это у меня синий. Опять же заправляем нить в ту петлю, где мы делали соединительный столбик.
Распределяем нити также в одну и другую сторону. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем 5-й ряд столбиками без накида. Здесь мы будем самостоятельно вязать 5-й и 6-й ряд синим цветом столбиками без накида. Также здесь должно получиться 77 столбиков без накида, плюс 2 воздушные петли подъема, которые считаем за один столбик без накида. Всего получается 78 столбиков без накида. И давайте провяжем самостоятельно, как я и говорила, этот ряд и потом еще один. Провязала я 5-й и 6-й ряд столбиками без накида синим цветом. Вот что у нас получается. Дальше 7-й ряд мы будем вязать уже немножко по-другому. Для этого набираем 3 воздушные петли подъема. Обязательно смотрите, чтобы вы начинали ровно по центру вязания. Итак, вяжем дальше. 6 столбиков с накидом. И 6-й столбик с накидом. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Делаем накид и вяжем. Достаем ниточку, все 3 петли провязываем вместе. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Провязали. Дальше делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Все 3 петли провязываем вместе. Дальше вяжем 10 столбиков с накидом. Итак, провязали 10 столбиков с накидом. Вот что у нас получается. Аналогично этому мы будем также вязать и с другой стороны. Дальше мы будем формировать мыс пинетки. Для этого вяжем 1 столбик с накидом. Дальше мы делаем убавление. Убавление делать будем через 1 столбик с накидом. Убавление делаем таким образом. Провязываем через 2 и через оставшиеся 3 петли. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. Дальше снова делаем убавление, накид, провязываем через 2 петли, снова накид, заводим крючок в следующую петлю, провязываем через 2 петли и через 3 петли. Дальше снова 1 столбик с накидом. И так у нас здесь должно получиться 7 убавлений через 1 столбик с накидом. Давайте пересчитаем убавление. И еще нужно сделать одно убавление. Вяжем 1 столбик с накидом и одно убавление, 7-е.
провязали. Вот что у нас получается на мыске. Сейчас убавления не совсем заметны, дальше будут они более заметны. Итак, дальше вяжем, как я уже и говорила, как и с той стороны. Вяжем 10 столбиков с накидом. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. Все 3 петли провязываем вместе. Провязали. Дальше вяжем 10 столбиков без накида. Провязали. Здесь у нас осталось 7 петелек. Вяжем 1 полустолбик с накидом, так же, как и в начале ряда мы вязали. Дальше вяжем 6 столбиков с накидом. Провязали и дальше делаем соединительный столбик, третью воздушную петлю подъема. Мой ряд мы провязали. Дальше будем вязать 8 ряд. В 8 ряду мы уже будем формировать отверстие для шнурка. Набираем 3 воздушные петли подъема. Заднюю часть вяжем так же, как и вязали. 6 столбиков с накидом, а дальше 1 полустолбик с накидом. Как с одной, так и с другой стороны. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом, делаем накид и провязываем все 3 петли вместе. Дальше уже мы будем немножко изменять количество столбиков. Дальше мы будем вязать уже не 10, а 8 столбиков без накида. То есть мы на 2 петли сдвинулись. Дальше мы будем вязать эту часть, где мы вязали столбики с накидом. И также здесь же мы уже будем формировать отверстие для шнурка. Делаем накид и вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 1 столбик с накидом. А дальше вот делаем одну воздушную петлю. Одну петлю мы будем пропускать и со второй начинать вязать. Вяжем столбики с накидом. Таким образом мы сделали одно отверстие для шнурка. Еще один, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом. 3 столбика с накидом мы провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю. Одну петлю пропускаем, следующую вяжем. Вяжем также 3 столбика с накидом. И 3. Дальше делаем воздушную петлю. Одну петлю мы пропускаем и дальше будем уже вязать убавление на мыске. Не забудьте пропустить одну петлю и со следующей мы вяжем убавление. Делаем накид,
убавления вяжем столбиками с накидом. 2 петли остаются на крючке, дальше снова накид через 2 петли и через 3 петли. И на мыске у нас получится всего 9 убавлений. Снова накид, через 2 петли накид, через 2 петли и через оставшиеся 3 петли. Делаем снова третье убавление. И давайте провяжем самостоятельно убавления. Итак, я провязала 9 убавлений столбиками с накидом. Дальше будем вязать, формируя отверстие для шнурка. Для этого делаем одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем и со следующей начинаем вязать столбики с накидом. Вяжем 3 столбика с накидом, так же как и с той стороны. Дальше снова вяжем одну воздушную петлю, одну петлю пропускаем, со следующей начинаем вязать, вяжем 3 столбика с накидом. 3. Снова одна воздушная петля. Одну петлю мы пропускаем, со следующей вяжем 1 столбик с накидом и 1 полустолбик с накидом. 3 петли провязываем вместе. Провязали. Дальше вяжем 8 столбиков без накида. Восемь столбиков без накида провязали. Дальше вяжем 1 полустолбик с накидом. И дальше 6 столбиков с накидом. Провязали. Дальше делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Восьмой ряд мы провязали. Дальше будем вязать последний 9 ряд. Вяжем 9 ряд. Для этого набираем уже 2 воздушные петли подъема. Там, где мы вязали на пяточке столбики с накидом, мы уже будем вязать столбики без накида. Вяжем 7 столбиков без накида. Провязали. Дальше будем вязать 6 соединительных столбика. Получается, и в этом ряду мы на 2 петельки немножко сдвинулись. Провязали. Дальше будем вязать таким образом. Делаем накид, вяжем 1 полустолбик с накидом. Дальше вяжем 10 столбиков с накидом. Там, где мы делали воздушную петлю, под воздушную петлю будем провязывать столбик с накидом. 3. Четвертый столбик с накидом вяжем под воздушную петлю. Восьмой столбик с накидом также вяжем под воздушную петлю.
Так, я вам неправильно сказала. Нужно было провязать 9 столбиков с накидом, а последний 10 мы будем провязывать не столбиком с накидом, а полустолбиком с накидом. 3 петли провязываем вместе. Вот таким образом. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Последний, второй столбик без накида вяжем под воздушную петлю. Провязали. Дальше вяжем мы спинетки. Здесь мы будем делать убавление через одну петлю. Вяжем одно убавление, поднимаем одну стенку петли, поднимаем одну стенку другой петли, протягиваем через них нить и провязываем как столбик без накида. В следующую петлю провязываем один столбик без накида. Дальше таким же образом делаем убавление. Поднимаем одну стенку петли, поднимаем одну стенку петли, другой петли, провязываем как столбик без накида. Дальше провязываем один столбик без накида в следующую петлю. Дальше снова делаем убавление. Таким образом у нас в этом ряду на мыске получится 3 убавления. В следующую петлю провязываем один столбик без накида. Провязали. Дальше вяжем 2 столбика без накида, один столбик без накида под воздушную петлю и второй столбик без накида уже в петлю. Дальше вяжем один полустолбик с накидом, 3 петли вместе. Дальше 9 столбиков с накидом. Этот столбик с накидом под воздушную петлю. Вяжем таким же образом, как и с той стороны. Столбик под воздушную петлю. И дальше вяжем один полустолбик с накидом. Делаем накид, 3 петли провязываем вместе. Провязали. Дальше вяжем 6 соединительных столбика. Дальше вяжем 7 столбиков без накида. И делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Основание пинетки у нас готово. Можно делать петельку и отрезать нить. Итак, первая часть мастер-класса подходит к концу. Вторую часть этого же мастер-класса вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылку на видео на вторую часть я оставлю в описании под этим видео. Осталось связать совсем чуть-чуть. Осталось связать язычок, мелкие детали к пинетке и вырезать буквочку N из фетра. И связать также шнурок. И до встречи в следующем видео.